Всем привет! В этом видео я расскажу о том, как создать параметрически управляемые градиентные отверстия на поверхности в SolidWorks. Создадим эти отверстия мы на вот такой заглушке. Нажму на домик, Part, создам новую деталь. На плоскости сверху я создам эскиз. Выберу прямоугольник из центра и нарисуем контур заглушки. Установлю размеры 100 на 100 миллиметров. Будет у нас такая заглушка. Затем добавлю скругление по углам на 15 миллиметров. Теперь выйду из эскиза, создам еще один на той же плоскости. На этот раз это будет круг из центра. Так, добавлю касательность кругу и линии из прошлого эскиза. Выйду из эскиза. Теперь создадим дополнительную плоскость. Для этого в вкладке элементы я открою окно Reference Geometry и там выберу функцию Plane. Выберу вот эту осевую линию и плоскость сверху. Таким образом, получающаяся плоскость будет перпендикулярна плоскости сверху. Окей. На этой плоскости я создам эскиз. Ctrl+8. Нарисую из центра осевую линию. Так. Затем выберу Spline и нарисую его примерно вот так. Теперь точки и дуги добавлю взаимосвязь точка пронзания. Выберу инструмент осевой линии и нарисую осевую линию из точки, которой мы только что добавили взаимосвязь. Этой осевой линии я установлю высоту в 20 мм. Затем добавлю здесь касательность и нарисую еще одну осевую линию вот здесь горизонтально. К ней я также добавлю касательность. Теперь выберем созданный нами сплайн, нажму по нему правой кнопкой мыши и здесь выберу функцию Display Control Polygon. Отобразить управляющий многоугольник. Теперь опущу вниз крайнюю контрольную точку. Сделаю форму немного более плоской. Будьте внимательны с тем, чтобы сплайн не выпирал выше осевой линии, которую я сейчас показываю на экране. Выше он линии или нет, мы можем проверить специальной функцией, нажав правой кнопкой мыши на сплайн и выбрав Show Curvature Comps. После нажатия на эту функцию, если у вас линия не переходит на другую сторону в этом месте, значит все правильно, продолжаем работу. Если нет, вы можете чуть опустить контрольные точки. Выйду из эскиза. Теперь для того, чтобы создать основную форму заглушки, я перейду во вкладку Surfaces и здесь выберу функцию Swept Surface, поверхность по траектории. В окне выбора профиля я выбрал только что созданный нами сплайн, а в направлении я выберу круг. Теперь я открою окно Guide Curves, направляющие кривые, и выберу в них квадрат. В данном случае направляющие кривые указывают форму, в которой должна быть вписана модель. С помощью направляющих кривых мы можем получать более сложные формы, допустим, как форма этой заглушки. Окей. И вот мы получаем поверхность. Теперь, чтобы начать добавлять отверстия, нам нужно придать толщину нашей заглушке. Для этого я использую функцию Thicken, которая находится во вкладке Surfaces. Выберу нашу поверхность и создам смещение поверхности вовнутрь на 1 мм. Окей. Теперь это у нас твердое тело. Скрою эту плоскость. На плоскости сверху создам эскиз. Ctrl+8. Создам первое отверстие. Выберу инструмент круг из центра. Наведу его на центр и создам оттуда круг. Укажу его диаметр на 4 мм. Перейду в Features, Extrude Cut. Выберу насквозь оба направления. Through all both. Для того, чтобы у нас получился вырез, изменю направление. Окей. Для того, чтобы сделать параметрически изменяющееся отверстие с градиентным переходом, я использую линейный массив. Linear Pattern. Выберу его. В направлении укажу плоскость спереди и плоскость справа. Это будут два направления. Затем в элементах выберу наше отверстие. И здесь у нас есть функция Instances to Array. Именно она управляет параметрическим размещением объектов. Нажму на эту функцию.
В первых двух полях мы указываем, насколько будет уменьшаться расстояние между отверстиями с каждым последующим рядом. Я установлю минус 0,2 мм по первому направлению, это, и минус 0,2 по второму направлению. Теперь смотрите, здесь у нас расстояние 6 мм, а здесь оно уменьшается каждым рядом на минус 0,2 мм. Основное значение я поставлю на 5 мм в обоих направлениях. Затем добавлю размер, который мы будем параметрически изменять. Это будет диаметр отверстия. Установлю его для обоих направлений. Теперь разберем настройки вот этого окна. В первой ячейке Dimension отображается, откуда был взят размер. Во второй ячейке Value находится изначальное значение размера. Его нельзя изменить внутри команды. А в третьей ячейке Increment вы вводите значение, на которое будет увеличиваться или уменьшаться размер с каждым шагом. В Direction 1 в ячейке Incremental я, как и в других местах, установлю значение минус 0,2 мм. По другому направлению будет такое же значение. Там будет такое же значение, потому что мы хотим одинаковые отверстия с обоим направлением. Если значения будут разные, то и отверстия будут изменяться по-разному в двух направлениях. Теперь для того, чтобы у нас отобразился результат того, что мы сделали, нам нужно переключиться во вкладке Options на Full Preview, полный просмотр. Таким образом мы будем детально видеть то, что происходит с нашей моделью. Теперь изменю количество рядов отверстий. Сделаю 10 на каждом направлении. Так. Открою вкладку Instances to Skip. Пропускаемые элементы. И здесь у нас есть маленькое самое отверстие, самое крайнее. Я его пропущу. Нажму на него и выберу Skip Instance. Так оно не будет создаваться. Завершу построение команды. Нажму ОК. Подождем. Вот что мы получаем. Вот такие параметрически изменяющиеся отверстия. Правда, после завершения команды возле иконки линейного массива у вас может появиться вот такой восклицательный знак. В моем случае он возник, потому что нарушились взаимосвязи отверстия. Я удалю совпадение с него, перемещу его, затем выберу центр и центр отверстия и нажму совпадение. Выйду из эскиза, и, как видите, ошибка исчезает. Теперь для того, чтобы размножить отверстие по всей площади нашей заглушки, я использую команду Circular Pattern, круговой массив. Выберу одно из отверстий, это будет функция Linear Pattern. В направлении я укажу вот эту грань отверстия. Подождем немножко. 4 элемента с равным расстоянием. Окей. И вот у нас такая заглушка готова. Для того, чтобы закончить это видео, нам не хватает только материала. Для того, чтобы его установить, я перейду во вкладку Appearances. Там открою подменю Appearances. И здесь выберу пластик. Medium Gloss, средняя гладкость. И здесь я выберу красный пластик, который мне понравился. Наложу его на деталь. Вот такая вот у нас параметрическая красивая крышечка получилась. Спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!